Сегодня вам расскажу про плюсы и минусы разных типов подрядчиков, кому можно делегировать свой интернет-продукт. Неважно, это сайт или мобильное приложение. Поэтому, если вам интересна эта тема, остаемся смотреть данное видео. Погнали! Я уже пыталась снять видео на тему выбора подрядчика, но в процессе мы решили немного пойти в другую сторону и снять на тему, как самостоятельно своими ручками сделать сайт. Ссылка как раз таки на это видео появится вот где-то здесь. Для начала обсудим плюсы и минусы данного подхода. Плюсы, естественно, тут выигрывает цена. Да? Вы сами собрали самостоятельно на Тильде сайт, взяли какой-нибудь даже, чтобы были формы и визуальная часть получше, минимальный пакет за 500 рублей и, соответственно, радуйтесь. Следующий момент. Нету вот этого постоянного согласования. Да? Вы самостоятельно взяли, собрали, сами себе там надумали, как вы это хотите. Куча инструкций есть в интернете. Да? Взяли, загуглили, посмотрели, как это делается. Они довольно-таки очень крутые, очень полезные. Я думаю, что что-то вы там себе найдете. Ну и последний момент, который является таким основным. Лучше вас, естественно, сайт ваш собственный никто не сделает. Минусы. Стоимость я также отнесла в минусы, потому что вам нужно посчитать стоимость часа вас как собственника бизнеса и посмотреть, а дешевле ли это получается или нет. Посчитайте. Сложный функционал вам будет тяжко реализовать, да? Вам придется либо искать программиста дополнительно, либо долго самому мучительно искать в интернете, как решить вашу проблему. Один из самых важных минусов, пока вы будете сидеть, создавать сайт и думать, как реализовать ту или иную фичу, вы вылетите немного со стратегических задач. Работа с фрилансером. Но давайте вначале разберемся, кто такой фрилансер. Да? Это удаленный человек, самостоятельно, который работает на себя, и назовем его такой, знаете, один в поле воин. Плюсы данного человека то, что быстрый старт, вам не нужно согласовывать 100-500 документов. Быстрая реализация, то есть отсекается согласование с различными членами команды. Ну и последний момент, это выгодно. Выгодно, ведь бабки, хорошо. Минусы. Если наш дорогой любимый фрилансер наберет очень много заказов, то есть риск того, что он не справится и у нас полетят наши все сроки. Скорее всего, это будет шаблонный сайт, потому что шаблон это быстро и дешево. Фрилансеру будет намного выгоднее сделать по этому пути. Он это сделал и сможет с чистой совестью перейти к другому проекту. Жирный минус, то, что фрилансер может пропасть. Да, такое тоже может быть. Это, конечно, не все. Есть и трудолюбивые ребята. Нужно просто больше времени потратить, чтобы их найти. Не работайте с фрилансером по 100% предоплате, потому что, как практика показывает, их это расслабляет, и ты дольше ждешь результат. Ну, я думаю, что, в принципе, все понимают, что 100% предоплаты тяжело работать. Также хочу дать рекомендации по сайтам, где вы сможете найти себе специалиста. Это Cowork и Freelancer. Наслаждайтесь, я думаю, что вы найдете там хорошего специалиста. Работа с агентством. Один из плюсов то, что управленческие задачи ведутся менеджером, то есть контроль сроков и качеств, это все на нем. Задачи декомпозированы. Что это значит? Что каждый специалист занимается своим делом. Дизайнер рисует, программист кодит. То есть нет такого распыления, и специалисты получаются более опытными. Договор. Вы юридически защищены, то есть за срывы сроков, там, невыполнение своих обязательств вы можете наказать данную компанию за такие вещи. Минусы. Это стоимость. Из-за того, что у нас в разработку подключено очень много людей, такая большая команда, там менеджеры, тестировщики, фронтенд-разработчики, бэкенд-разработчики, стоимость проекта увеличивается. Тут, кстати, быстрый лайфхак, как определить, качественные сотрудники работают в агентстве или нет. Например, вы спрашиваете стоимость, например, 150 тысяч рублей. Узнаете объем команды, например, дизайнеры, тестировщики, разработчики, например, 5 человек. Длительность проекта месяц, то есть полная загрузка специалистов будет месяц. То есть средняя зарплата специалиста 30 тысяч рублей. Теперь сами подумайте, это качественные специалисты будут или нет? Увеличенные сроки. Из-за того, что очень много этапов, например, это прототипирование, дизайн, верстка, интеграция с бэком, да, каждый этап приходится не только выполнять, а еще и согласовывать. И, соответственно, из-за этого и увеличиваются сроки разработки данного продукта. Я вам честно пыталась рассказать про все плюсы и минусы работы с различными подрядчиками. Тут уже на вашей стороне мяч понять, на какие риски вы готовы пойти, на какие нет. Но самое главное, не забудьте, что это нужно сделать перед началом работы. Поэтому вам удачи в выборе. Но прежде подумайте, а нужен ли вам вообще сайт? Возможно, вам просто хватит и обычных соцсетей. Потому что создать сайт – это одно. Вам же еще в дальнейшем его нужно развить и продвинуть.
На этом все. Я рада, что вы досмотрели данное видео до конца. В следующем видео мы с вами поговорим о ценообразовании и почему же все-таки в агентствах оно такое разное. С вас лайки, подписки и, пожалуйста, оставьте свои комментарии, если вы работали с фрилансером или с агентством, свои плюсы и минусы. Я буду рада их почитать. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.